Всем снежный привет! Сегодня с Андреем мы будем готовить пиццу, так что присоединяйтесь. Идем в магазин, чтобы купить все ингредиенты и начать нашу совместную готовку. Андрей, передай привет. У нее сегодня настроение хорошее, улыбается целый день. Пойдем давай. Какой ты выберешь? Не, вишню надо. Чернику больше? Да, давай. Сука. Ой, как все дорого, господи. Как все дорого. Какую колбасу брать? Солями. Ты думаешь? Цены на сыр, конечно, вообще жесть. Что же взять? Первый раз возьму эту банку и положу в корзинку. Молодец какой. Идем со сыром. Со сыром идем. Мы идем за сыром, ребят. Вы ходили когда-нибудь за сыром? Ой, лестница сломана. Взяли. Сейчас мы обожрем шишек. Сейчас мы обожремся шоколада и лопнем. Андрей? In your eyes. Классная погода. Снежок. Андрей? У меня челка промокла. In your eyes, a friend you turn a friend you decide to. Андрей? Он покинул меня, как ветер в поле. Взяли вот такие дрожжи для теста под пиццу, сыр кусок, маслины, но это не для пиццы, колбаса, помидорка, лук красный, обожаю, когда в пицце красный лук. Пока тесто будет стоять час-полтора, мы все медленно с расстановочкой порежем колбаску, помидорчик, заранее будем готовиться. Андрей сейчас очень внимательно смотрит одного блогера, который готовит пиццу. Сейчас по его рецепту мы тоже попробуем это сделать. Уже был в прошлом такой опыт. Пицца получалась очень вкусная. Ну и наш шеф-повар сейчас все сделает как нужно. А я буду, как муза, вдохновлять и подбадривать этот процесс. Да, Андрей? Я буду тебе помогать? Ты только мешай. Смотри, не буду тебе помогать, я же рядом. Только мешай. Ну я тогда буду мешать аккуратненько, чтобы не мешать тебе. Сколько нам муки надо? Почти весь стакан. Почти весь стакан? Ого. А сколько здесь литр, да? Пол-литра. Пол-литра. Офигеть. Ну вот где-то вот столько вот у нас муки. Что нам теперь нужно сделать, Андрей? Нам нужно просеять эту муку. Щепотка соли, половина столовой ложки оливкового масла. Немного сахара, ребят. Дрожжи 1,5 чайной ложки.
и 200 миллилитров воды. Опа! Та-да! Вот такая каша должна получиться. Теперь все это месиво Андрей очень аккуратненько, не торопясь, перемешивает. Андрей, ваши ощущения? Потрясающе? Мне тоже так кажется. На что это похоже, по-вашему, ребят? Пишите в комментариях. Мне очень иногда нравится смотреть, как Андрей готовит. Это очень красиво и гармонично. Андрей, ты как считаешь? Мне кажется, в этом что-то есть. Я тоже еще люблю стоять и смотреть, как я готовлю. Теперь все это потихоньку перемешивается ручкой. Какашки. А-та-та. Андрей, сколько должно лежать теперь это тесто? Сколько тебе надо? Ну, больше часа полтора, но долго. То есть где-то час, да? Часик мы оставляем его и занимаемся начинкой. На улице так красиво сегодня. Снег, тепло. Чего? Снег, тепло. Не. Начну сейчас резать колбасу, помидорку. Ой, жду не дождусь, когда мы уже начнем ее есть. О, это же сито. А что это? А не понял, что. Кто что понял, ребят? Кто что понял, что это? Те двое понял. Те двое? Ладно. Я знаю то, что кто-то меня смотрит и понимает, о чем он говорит. Ты сам понял, что? Ну, это для пельменей какая-то штука. Какая? Какая? Не какая. Какая? Ой-ой-ой. Тебе? Ой-ой-ой. Да. Так, дорогие мои подписчики и зрители моего канала, мы начинаем готовить начинку для нашей супер-пупер пиццы по-русски. Я начинаю резать сначала лучок. Обратите внимание, что лук у меня красненький, да? Андрей, наведи лучок, боровичок. Видите? Видите какой? Видите? Очень сексуально. Сначала жопку отрезаем, да, как у нас принято? Отрезаем жопочку, отрезаем верхушечку. Все это вот так в сторону, да? Чистим лучок-боровичок аккуратными движениями. Теперь разрезаем его пополам. И еще раз напополам. Вот такими движениями. Видите? Чтобы лучок у нас был вот такой красивый. Видите, какой лучок красивый? Вот так. Сейчас мы поставим на паузу, и я открою маслины. Маслины фирмы Iberica. Вот так они выглядят. Видите, без косточки, черненькие. Мы делаем следующее. Открываем эти маслины. Вот я открыл баночку, видите? Беру маслинку одну, вот она вот так вот выглядит. И нарезаю ее. Нарезаю прям вот так. Смотрите, как нарезаю аккуратненько. Видите? Вот такими тоненькими слоями. Потому что маслины я терпеть не могу, но в пицце они очень вкусные. Это прям просто. Даже если вы очень мелко нарежете, все равно в пицце это будет очень важный ингредиент. Не боимся вот так вот. Куда? Далее мы начинаем резать помидорку. Кладем помидор, разрезаем его пополам. И еще раз пополам. Смотрите. Интересно, у тебя второе пополам? Разрезаем по половиночке. Вот так у нас выглядит нарезочка. Можете зафиксировать, сделать скрин и смотреть следующую мою резку колбасы. Колбаску берем сырокопченую и нарезаем ее слайсами. Вот так нарезаем. И пополам. Вот такие половинки колбаски у вас должны получиться. Куда полез? Куда полез? Ну-ка положи на место. Верни колбасу. Так, все, мне надоело. Иди сюда. Ну а теперь самое главное, ребят. Это натереть наш сырочек-боровичочек.
Через крупную терочку мы натираем сырок вот такими движениями. Да? Аккуратненько, с хорошим настроением мы натираем этот чудо-сыр. Пока это делаю, вы можете подписаться на мой канал, поставить лайк, а также написать в комментариях, как именно вы готовите пиццу. Что вы в нее добавляете, а что не добавляете. Мне будет очень интересно. Как только я закончу натирать сыр, Андрей начнет делать тесто для пиццы. Открываем огурчики от мамули. Хотите попробовать? Берем банку огурцов, вытаскиваем один огурчик и нарезаем его кругляшками. Вот таким образом. Пополам и потом еще раз пополам. Помню. Никаких пополам, только кругляшками. Движениями резкими и дерзкими. Вот в эту стороночку смотрите, какая красивая картина. Тесто у нас практически поднялось. Вот такого оно вида. Такой молчаливый взгляд. Слушайте, ну я даже боюсь с вами находиться в одном пространстве. А главный спонсор нашей съемки – палка-ковырялка. Именно ей Андрюша и будет раскатывать супер-пупер тесто. Вперед! Тебе не надо палку? Пусть постоит тут, полежит, на всякий случай. Заранее говорю вам и советую класть тесто сразу на противень, потому что потом руками, если вы это все делаете, это очень сложно будет собрать и сделать одну композицию. Ой. Мы самое главное не забываем, да? Кетчуп. Вот так немножечко, его много не нужно. Кисточкой мы вот так разбодяживаем весь кетчуп по всей территории пиццы. Мы кладем колбасу. Делаем это вот так, беспристрастно. Маслин. Помидор. Далее кладем огуречки. И лучок-боровичок. Все выглядело сексуально. Куда полез? Андрей, расскажи, как тебе такие ощущения? Какие? Ну такие, типа ты а-ля повар. Скажи, как тебе? Это тебе надо задать такой вопрос. Мне Ты же блогер, а-ля повар. Ну, мне нормально, как бы. Ребята, Андрей хочет дать мне пизды. Бежи. Андрей, не надо! Он сдался. О, господи. Ладно, спокойствие. Витя, ты справишься. Ду-ду-ду-ду. Ду-ду. Ду-ду-ду-ду. Нет, господи, нет! Мистер убийца! О, нет! О, май гад! А ты на какую камеру снимаешь? Я умер от мокроты. Вынимаем пиццу! Ту-ту-ду, ту-ту-ду. Та-да! Итак, ребят, пицца получилась. Сейчас мы ее будем пробовать. Надеюсь, она очень вкусная, полезная и офигительная. Спасибо большое всем, кто досмотрел это видео до конца, поставил лайк и подписался на наш канал. На мой канал. Всем приятного аппетита. Мы вас всех любим, целуем и крепко обнимаем. Всем пока. Тянись. Ну.
Пс-пс-пс. Я вас всех переживу.